Здравствуйте, друзья! И еще, у меня есть одно объявление для тех, кто не хочет потерять из виду этот канал в случае закрытия Ютуба. Периодически время от времени ходят слухи, что Роспотребнадзор подумывает о том, чтобы закрыть Ютуб для россиян, и вроде даже будут наказывать за использование VPN. Хорошо, если это только слухи. И чтобы не потерять этот канал и в дальнейшем продолжать слушать мистические истории в моей озвучке, подписывайтесь на мои каналы на Рутубе и Яндекс.Дзене, ссылки на которые я оставлю в комментарии под этим видео. Эти платформы точно не закроют для россиян, потому что они русские. Приятного вам прослушивания. Обручила с покойником. Автор Диана Аксенова. Доброго времени суток! Расскажу вам историю, которую в свое время услышала от бывшей одноклассницы на встрече выпускников. А теперь предыстория. Молодость наша проходила в советское время, в небольшом поселке городского типа. Жителей немного, все друг друга знали, и втайне что-либо удержать сложно было. Училась с нами в классе девчонка по имени Ленка. Красивая девка в молодости была, длинноногая, белокурая, с веснушками на лице, белоснежная улыбка. От парней отбоя не было. Как пойдем на дискотеку, все внимание на Ленку. А она простая-простая девка, красотой гордилась, но не зазнавалась никогда. А тем временем в конце села жил у нас парень Леха. Стал он за Ленкой нашей бегать, покоя не давал. Красавец еще тот был. Как раз под стать ей. Волосы черные, как смола. Глазища огромные, голубые, широкоплечий. Любил на мотоцикле своем по селу гонять. Покорил он Ленкино сердце. Стали они завидной парой. Как идут вместе, любо-дорого посмотреть. Встречались они так полгода, радовали соседский глаз. Да давали почву бабкам языки почесать. Мол, когда уже свадьба, да на какие шиши жить будут. И вот настал тот самый долгожданный день в жизни каждой девушки. Пришел Леха нашу красавицу сватать. Счастью Ленкиному не было предела. Ходила, светилась вся, как лучик. Через неделю-другую поехали они в город. Платье выбрали, да кольца прикупили. Дело к свадьбе все близилось и близилось. Наступила осень. Дождливая в тот год она выдалась. Дожди да слякоть. И вот за неделю до свадьбы поехали они с Лехой на выходных на дискотеку. Решили отдохнуть с друзьями. Высадил он Ленку, а сам умчался других привезти. Ждет его невеста час-другой, забила тревогу. Когда с конца села бегут люди. Говорят Ленке, поговорить надо. Вышла Ленка, сама не своя, белая как стена. Спрашивает, что случилось. Разбился твой Леха на мотоцикле. Темно, дорога мокрая. Что говорить, тяжелые были похороны. Как для близких, так и для всех, тех, кто знал Леху. Шли года, а Лена все одна и одна была. Похудела, поблекла. В глазах жизни вовсе не было. Без слез на нее не посмотреть. Спустя лет 10 нашла себе мужчину, но как-то не сложилось у них. Так и мучилась одна на этом свете. И вот встреча одноклассников, 20 лет нашему выпуску. Впервые собрались все полным составом. И среди одноклассников, конечно же, Лена. Постаревшая, мрачная и все такая же одинокая. Завела разговор о семьях, детях и личной жизни. И тут дернула нашу любопытную Любку за язык спросить об этом Лену. «А что, девочки, удивляетесь, что одна я и одна? Меня же свекруха с Лешкой на том свете обручила. Любила она сына страшно, даже не просто материнской любовью, а ревнивая какая была. Меня, помню, в семью с трудом приняла. Все не могла свыкнуться с мыслью, что придется Лешку своего со второй женщиной делить. Так вот, на похоронах она взяла да положила в гроб 2 наших обручальных кольца, дабы на этом свете я ни с кем не была больше. А я молодая была, 20 лет только. Как знать, может, и нашла бы мужчину еще. Тяжко самой-то в хозяйстве, а я все не могу ни с кем. Как только ложусь в постель с другим мужчиной, так сразу Лешка стоит передо мной. Вижу его образ, холодею, дар речи отнимает. А мужик лежит надо мной и думает, что с катушек слетела. И так уже много лет.
И вот не верь потом в мистику. Оно само двигалось. Автор Трималат. Источник Фостору. На днях приезжал ко мне двоюродный брат. Сидели мы за рюмкой чая. Болтали обо всем на свете. Вспоминали детские годы. Мы тогда виделись куда чаще, чем сейчас. Летом жили вместе в бабушкиной даче. Часто бывали друг у друга в гостях. Вспомнили одну необычную шутку из детства, которая однажды с нами обоими приключилась. Тетя Аня, сестра моей мамы, работала тогда инструктором-методистом в бассейне знаменитого ДСА. Дома аспиранта и стажера МГУ. Очень интересное место. Иногда она приглашала нас с мамой к себе в бассейн поплавать. Как же я любила эти поездки. Мы с мамой приезжали в ДАС примерно к полудню, когда большинство обитателей общаги уже расползалось по своим делам. Купались в бассейне, тетя учила меня плавать. Ходили в сауну, ее я люто ненавидела. А потом вместе с тетей Аней и братом пили чай с пирожными в инструкторской. Пирожные, как много в этом звуке для сердца детского слилось. Особенно прекрасны были корзиночки из песочного теста с грибочками и безе. Продавалось это счастье в буфете кафетерии над столовой, и посылали за ними обычно нас с Димкой. Надо сказать, что дело происходило в 3-м корпусе. Он же стекляшка, и переход между двумя жилыми корпусами общежитий. Многие его знают. Именно вдоль этого здания с бетонными опорами идет домой к маме Женя Лукашин в фильме «Ирония судьбы». На 1-м и 2-м этажах там располагались столовая, кафетерий, кинозал и зимний сад, а в подвале бассейн с душевыми и раздевалками, сауна и тренажерный зал. Инструкторская, соответственно, рядом с бассейном. Это была крошечная комнатка, в которой стояли шкафчики для переодевания, журнальный столик и 2 кресла. Даже 2 взрослым с 2 6-летними детьми там было тесновато. Поэтому мамы рады были нас куда-нибудь ненадолго сплавить, чтобы спокойно потрещать о своем. Димка знал 3-й корпус, как свои 5 пальцев. Чувствовал себя как дома и везде совал свой нос. В кафетерий на 2-й этаж можно было подняться, к примеру, 2 способами. Обычным путем, которым все нормальные люди ходили, или через какой-то жутковатый подвальный переход. Он был полутемным, с низким потолком, под которым проходили трубы каких-то коммуникаций. Это сейчас я знаю, что ДАС построен на месте кладбища, и что случались и случаются там всякие нехорошие вещи. А тогда никакие суеверия не мешали нам носиться по всем этим неприветливым подвальным угодьям с обитыми железом дверьми и тусклым освещением. Люди там встречались крайне редко, иногда бывало и не по себе, но ничего особенно не пугало. Как-то забрались мы в пустой тренажерный зал. Назначение всех этих мудреных штук мы, конечно, не знали. Играли там в какие-то свои игры. Димка забрался на сиденье тренажера «Вертикальная тяга». Если кто-то не знает, вертикальная тяга – это такая штука, чтобы качать мышцы спины. Ставишь вес, садишься на сиденье, вытягиваешь руки вверх, хватаешь гриф и тянешь его вниз. Вот сидит он там, вещает что-то. Я стояла напротив, в нескольких метров. И вот смотрю я на него и вижу, как железный гриф над Димкиной головой вдруг резко накреняется, будто его сильно потянули с одной стороны. Трос натянулся, а потом штангу будто так же резко отпустили. Противовес громко стукнул, и эхо прокатилось по залу. Димка подскочил от неожиданности, стал оглядываться по сторонам. Я молча смотрю на брата в каком-то оцепенении и пытаюсь понять, что произошло. А гриф раскачивается у него над головой. Зал пуст, никого там кроме нас нет. Пару секунд мы молчали и смотрели друг на друга. А потом Димка заревел, не своим голосом, и бросился к выходу, а я за ним. Тоже реву от страха. Так мы в истерике и прибежали в инструкторскую, где чаевничали наши мамы. Взрослые, конечно, разволновались, увидев наши зареванные физиономии, услышав сбивчивый рассказ про тренажерный зал. И уж, конечно, они сделали совершенно прозаичные выводы. Детки забрались туда, куда им было не положено, нашкодили,
и вообще могли себя покалечить. Но кто поверит детям, что оно само двигалось? Конечно же, сестра пытается отмазать брата, который играл с опасной и тяжелой штуковиной. А если бы он ударился? Если бы разбил себе висок? В общем, отругали нас больше, чем пожалели. Запретили соваться в тренажерку, и мы охотно соблюдали этот запрет. Брат, судя по брюшку, и сейчас его свято блюдет. И носиться по коридорам. Всего пару раз за все прошедшие годы мы об этом случае говорили, но как-то больше с юмором. Хотя смешного тут признаться мало. Хорошо, что штанга не задела Димку. Тот страх, а нам тогда было по-настоящему страшно, со временем сгладился. Объяснить произошедшее рационально мы не могли. Сейчас вспоминаю, как оно все происходило, и прям холодок по коже. Думаю, случись такое с нами взрослыми, я бы точно так же драпала бы без оглядки. Прошлая жизнь. Автор Эдельвейс. Источник Фостор.ру. Меня растили бабушка и дедушка. Ребенком я оказалась не нужна родителям. Родители развелись. Мать забрала брата и уехала, написав отказ. Отец женился второй раз, благополучно оставил меня на своих родителей. Так вот, росла я в другом городе под надзором бабушки и дедушки. К чему я это пишу? Когда я была маленькая, у моей бабушки были наручные часы, самые обыкновенные. Ребенком я любила их примерять и часто просила бабушку их мне застегнуть, так как с застежкой я не справлялась. Потом, когда я подросла, мой дедушка подарил мне похожие часики с такой же застежкой. Они сохранились и сейчас, только я их больше не ношу. Давно нет бабушки с дедушкой. Я выросла, обзавелась детками. Моей младшей дочери 3 года. Как-то я нашла мои часики в коробке, и бабушкины, и мои. Моя дочь, конечно же, забрала их поиграть. Плохого я в этом не видела. Пока. Она подбежала ко мне на кухне и попросила застегнуть застежку, с которой она не справлялась. Причем выбрала не мои часики, а бабушкины. Когда я застегивала ей их на ручке, она вдруг подняла головку, пристально посмотрела мне в глаза и спросила: «А помнишь, как я тебе их застегивала, когда ты была маленькая?» Я, потеряв дар речи, просто спросила: «Что?». На что она, засмущавшись, не ответила. Я попросила повторить ее, что она сказала. Она с некоторым раздражением сказала: «Я тебе их надевала, когда ты была маленькая». Я начала подробно ее расспрашивать, но она вырвалась и убежала играть. Друзья, я не знаю, как и что. После этого я сидела и думала. Мой муж, присутствующий при разговоре, спросил: «А через сколько времени после смерти бабушки она родилась?» Я опешила и подумала. И вот что надумала. Умер дедушка, родился мой сын. Умерла бабушка, родилась моя дочь. Даже внешне они очень похожи на них. Мой сын светлый блондин с серыми глазами. Уже сейчас он догоняет меня в росте, а ему 10 лет. Таким был мой дедушка, единственный в семье он был высоким. Сын и копается во всем, как мой дедушка, а он был мастер на все руки. Моя дочь темненькая, с карими глазами, она копия меня. А когда я была маленькой, то все говорили, что я копия моей бабушки. Детей я своих люблю, несмотря ни на что. Просто теперь подтачивает мысль о реинкарнации. Как вы думаете? Хороший хозяин. Автор Джет. Источник Фостор.ру. Жил у нас на даче дед один, Никита Сергеевич. Круглый год жил со своей собакой. Когда-то он подобрал ее еле живую. Кто-то засадил ей с ружья солью, да прямиком в глаз. Бедняга на всю жизнь осталась калекой. На вид как овчарка, только белая с рыжими пятнами. Белой ее и назвал. Хотя потом всегда ласково кликал Белка Белочкой. Дворняга дворнягой, а существо умнейшее. Все понимала с полуслова. А какая ласковая! Я за все время, что ее знала, ни разу не слышала ее голоса. Никита Сергеевич работал в молодости с моей бабушкой. Вот тесно и общались. То мы с мамой к нему в гости забежим, то он к нам. Посидим, чай попьем, побеседуем. И Белка с ним всегда.
Имелись у него 2 дочери, взрослые, у самих дети, но с отцом не общались и почти никогда не приезжали к нему. Не так давно одна из них умерла уже. Мы частенько помогали ему, денег из города на телефон положить, оплатить что. Или если папа к нам с охоты заезжает, то обязательно оставить для его собаки кость хорошую. Бывает, он к нам за забор забросит. Выхожу утром к калитке, а там какая-нибудь голова лосиная в пакете. Это зимой, конечно. Зато собаке радость. Несмотря на преклонный возраст, свои 80, Никита Сергеевич в одиночку поднял новый добротный дом. Да еще и баньку пристроил. Несколько лет назад у него случилась беда. Сгорел его домик, еще в советские времена из ящиков выстроенный. Старый, включенный обогреватель, оставленный без присмотра, сделал свое черное дело. Сосед Никиты Сергеевич, обнаружив пожар, чудом успел документы вытащить. Благо, сам хозяин в это время в местном магазине был. Буквально за 2 года на месте пепелища вырос большой красивый дом. Домище прямо. Только пожить в нем он толком и не успел. Умер от инфаркта. Связались с его дочерью. Организовали все как надо. Случилось это в начале прошлой осени. Белка одна осталась. Конечно, и мы, и соседи подкармливали ее. Пристроить пытались. Да только кому нужна старая собака? Дворняга, да еще и изуродованная на 1 глаз. Конечно, мы могли бы ее забрать. Но у нас у самих уже питомец. Примерно до октября, в те редкие дни, когда я могла вырваться на дачу, наблюдала, как белка понуро ходила по линиям, известному маршруту. Однако в декабре все переменилось. Собака будто ожила. Стала хвостом вилять, радостная, возбужденная. Причина таких перемен открылась мне по пути на речку. Мы с мамой прогуливались, наслаждаясь зимним пейзажем. Смотрим, где-то впереди белка идет, а рядом с ней фигура человеческая, жутко напоминающая покойного Никиту Сергеевича. Подошли ближе. Может, белу новый хозяин взял? Тут таинственный незнакомец оборачивается. Мама сразу креститься начала. Никита Сергеевич своим обыкновенным добродушным взглядом уставился прямо на нас. Пробежав 10 метров, оглянулись. Белка одна на дороге, размеренно вышагивает, виляя хвостом, будто ничего и не было. Своими глазами его в гробу видела. Сейчас, когда бываю на даче, редко вижу белку. Однако выглядит собачка весьма довольной. Говорят, кто-то забрал старушку к себе, из тех, кто весь сезон на даче живет. Что за мистика? Автор Яна. Источник Фос.ру. Я в приметы и мистику никогда особо не верила. Всегда относилась к этому как к суевериям, глупым или самовнушению. Но сейчас что-то происходит такое, от чего мне реально страшно становится. Расскажу по порядку. В общем, в марте у меня был выкидыш. На следующую ночь мне снится сон, что малыш маленький сидит и плачет. Тянет ко мне ручки и говорит: «Мамочка, как же ты меня не уберегла?» Я в холодном поту проснулась, из-за этого сна до сих пор очень виню себя, что не уберегла своего малыша. Ну да ладно, в целом уже довольно много времени прошло. Я смирилась с потерей. А тут уже 2 недели мне снова этот сон снится. Тот же малыш тянет ко мне ручки, плачет, и так осуждающе смотрит и повторяет: «Мама, мама!» Дальше начинается мистика, так как этот сон мне снится ровно в 5:59. Так как я каждый раз от него просыпаюсь, смотрю на часы, и там циферки перескакивают с 5:59 на 6:00 утра. У меня настроение уже ниже плинтуса от этого. Так давит это на меня, часто плакать стала без повода. Нервная очень стала, но это не самое пугающее. Вчера весь день с мужем и сыном ездили, дела делали. В итоге приехали в 5 вечера домой и завалились спать. Проснулись уже в 9, покормили сына, уложили. А сами-то спать не хотим, но и кучу киношек пересмотрели. Я уборку на кухне генеральную сделала, маникюр сделала и решила перед сном еще кофеек попить. Пью, смотрю фильм, и вдруг городской телефон звонит. Я аж подскочила. Мало того, что уже ночь глубокая, даже скорее утро уже, да еще и на городской нам 100 лет никто не звонил. Я уже и забыла про него.
Беру трубку, говорю «алло». Там шорохи какие-то и всхлипы. Я опять «алло». И вдруг я слышу из трубки детский голос сквозь рыдания. «Мама, мама!» Я не знаю, как на месте не упала. Говорю «алло, кто это?» Тишина. Я опять «алло». И вдруг четкий мужской голос спрашивает: «Здравствуйте, этот адрес такой-то, такой-то?» Я отвечаю, что нет, вы ошиблись. Он спрашивает: «А кто это?» И еще продолжает что-то говорить, но я уже не слышала. У меня в ушах зашумело, голова закружилась. Я села и положила трубку. Смотрю на часы 6:00.